Привет, Арми. Арми по всему миру снова в ажиотаже. Не из-за тизера новой песни или сенсационного объявления о камбэке, а из-за одного маленького момента, одного почти незаметного жеста, который потряс фандом, Чингук отметил место. Нормально. Не тогда, когда это место имеет такое глубокое эмоциональное значение, связано с Тэхёном. И по мере того, как публика копала глубже, она обнаруживала не только намеки на необычную связь, скрытую в тишине, но и тонкие намеки на то, что, возможно, только возможно, Чингук и Тэхён тайно поженились. В последнем посте Чингука в его личной социальной сети внимательные фанаты заметили, что он отметил удаленное место, необычное, небольшой город, не концертную площадку, даже не туристическое место, но при дальнейшем расследовании выяснилось, что это место, которое Тэхён посетил 2 года назад, в ныне удаленном посте на Уиверс. Почему Чингук вдруг отметил это место именно сейчас? Ностальгия? Или они проводили там время вместе, и теперь Чингук намеренно повторяет это как секретный код? Армии быстро начали связывать воедино все точки, говорили, что это место было их первым секретным местом, и именно там все теории разлетелись по всему миру, однако самой обсуждаемой была теория, именно там они произнесли свои клятвы. Внимательные фанаты начали собирать воедино старую головоломку. От кольца, которое Чингук всегда носил на безымянном пальце правой руки, до ожерелья Тэхёна, которое внезапно заменили, на модель, очень похожую на ту, что была у Чингука, было ли это просто повседневным аксессуаром? Или символом преданности? В старом закулисном ролике 2021 года Тэхён тихо пробормотал, глядя на Чингука издалека: «Она уже моя». Это заявление звучало как шутка до сих пор. В недавнем интервью Чингука спросили, планирует ли он в скором времени жениться. С легкой, загадочной улыбкой он просто ответил: «Кто сказал, что я еще не женат?» Камера поймала его сверкающие глаза, словно он скрывал что-то, заставляющее их сердце трепетать. Близость Тэхёна и Чингука, возможно, и не секрет, но сила их связи, то, как они смотрят друг на друга, нежные улыбки и то, как они делятся своими чувствами, определенно правда. Тихий шепот за кулисами всегда оставляет место для домыслов, особенно когда их засняли за кулисами сольного концерта Джина, сидящими рядом, склонив головы друг к другу, никто не разговаривал, да и не было нужды говорить, их языком любви была сама тишина. Стилист даже рассказал, что Чингук и Тэхён всегда просили одинаковый график примерок, и однажды они сами решили остановиться в одном и том же месте, хотя могли выбрать и другие варианты. Поклонники окрестили это «домашней эрой Тэхёна», периодом, когда все их взаимодействия напоминали отношения многолетней супружеской пары. Во время прямой трансляции, когда Чингук спросили, с кем из участников группы он чувствует себя наиболее комфортно, он без колебаний ответил «Тэхён-хён». Однако не этот ответ довел фанатов до слез, а то, что последовало дальше: «С ним я чувствую себя как дома». Слова, казалось, были произнесены без цензуры, без сценария, без монтажа. Это было выражение человека, который нашел свой дом, не место, а человека. Особенно когда фанаты поняли, что в личных влогах Чингука инструментальная фоновая фортепианная музыка — это свадебная песня о любви. Это та же песня, которую Тэхён пел на прошлогодней встрече с фанатами. Символ тигра и кролика, олицетворяющий Тэхёна и Чингука, повторяется в их работах. Фанаты даже заметили, что на одном из личных товаров Чингука есть изящная резьба, изображающая 2 животных, обнимающихся под звездами. А на личном наброске Тэхёна, опубликованном им в Инстаграм, изображены 2 маленьких силуэта, сидящих рядом и смотрящих на Луну. Подпись к наброску «Всегда». Весь мир знает, это не просто рисунок, это молчаливое признание. Если раньше взаимодействие Тэхёна скрывалось, редактировалось или даже избегалось камерой, то теперь все изменилось. Чингук и Тэхён, похоже, стали более комфортно демонстрировать свою близость даже перед камерой. Во время одного из концертов BTS на бис Чингук спел отрывок из корейской баллады со словами «Я хочу жить с тобой, даже если мир забудет нас». Тэхён, стоявший рядом, склонил голову и мягко улыбнулся. Когда слова были произнесены, их руки на мгновение соприкоснулись. Небольшой жест, но для фанатов он был громче любого крика. Им не нужно было ничего говорить, они уже принадлежали друг другу.
Одна из самых популярных теорий среди ARMY заключается в том, что у Тэхёна и Чингука была символическая свадьба, не признанная юридически, но признанная духовно и эмоционально, в уединенном месте, только они вдвоем, возможно, с тихой музыкой и клятвами, произнесенными без свидетелей, потому что им не нужно было признание мира. Только признание от всего сердца. ARMY называют это «тайным обетом», тайным обещанием, которое связывает их вне времени, закона или публичности, и место, которое отметил Чингук, считается их священным местом. Самый реалистичный ответ? Возможно, не в юридическом смысле, но на языке любви, который понимают только они, ответ, вероятно, да. Им не нужна была грандиозная сцена, белое платье или роскошная вечеринка, они просто нужны друг другу, в тишине, в смехе, во взглядах. И оставленные ими подсказки, пусть и едва заметные, были достаточно весомы, чтобы убедить мир, их любовь была настоящей. И теперь, когда Чингук отметил это место, мир знал, он вспоминал их священное место, место, где их любовь росла, цвела и, возможно, была тайно скреплена. Армии могли только строить догадки, но одно было несомненно. Тэкук был не просто влюблен, они стали единым целым. И теперь весь мир снова был прикован не к официальному объявлению, не к прямой трансляции, не к вирусному видеоклипу, а к чему-то гораздо более тонкому, глубокому и значимому, скрытому посланию от Чингука Тэхёну. Единственное место, которое он отметил, место вдали от проторенных дорог, уединенный уголок на земном шаре, который теперь стал центром самых больших спекуляций в истории фандома. Было ли это место, где Тэкук сказал «я согласен»? Для кого-то это может быть просто романтизацией. Но для миллионов армий, которые следовали за ним глазами, сердцами и душами, это было частью долгой истории двух людей, связанных молчанием. Не было ни одного открытого признания. Не было ни одного пресс-релиза. Не было ни одного публичного заявления, и именно поэтому все это казалось гораздо более реальным. Поклонники вспоминали все маленькие символы, которые они когда-то не замечали. Одинаковые ожерелья, кольца, которые не снимались с безымянных пальцев, взгляды, слишком нежные для просто дружбы, и песни, которые звучали как любовные письма в мелодичной форме. Когда Чингук сказал, кто сказал, что я не женат? С легкой улыбкой и многозначительным взглядом в глазах мир на мгновение замер. Потому что в этом предложении, скорее всего, он не шутил, а говорил миру в самой что ни на есть чингуковой манере, тихо, честно и проникновенно. А когда Тэхён посмотрел на небо в своем видеоблоге и написал «всегда» под наброском двух фигур, сидящих рядом под луной, фанаты поняли, что это не просто фотография, это воспоминание. Это обещание. Сейчас, когда два символа, тигр и кролик, продолжают появляться в их работах, когда свадебные песни едва слышны на фоне видеоблогов, когда примерки платьев всегда назначаются на одно и то же время, и когда их руки молча соприкасаются, армии больше не спрашивают «они вместе?». Армия теперь спрашивает, с каких это пор они стали единым целым. Возможно, у них не было пышной церемонии, белого платья или обмена клятвами перед тысячами людей. Но в этом уединенном месте, с единственным свидетелем, ночным небом, возможно, только возможно. Тэхён и Чингук сказали два слова, которые все изменили «да». Для них любви не нужны камеры. Не нужна сцена. Любви нужны лишь два сердца, выбирающие друг друга, каждый день, в тишине. И если это место действительно то, где они связали себя узами брака, то мир становится свидетелем не просто романтики, он становится свидетелем истории. Потому что в мире, полном лжи и пристального внимания. Истинная любовь, скрытая для защиты, а не для лжи, это высшая форма мужества. И сегодня одного маркера местоположения достаточно, чтобы все это передать. Никаких слов. Ни звука. Всего одно сообщение от Чингука Тэхёну, и весь мир знал. Он не просто вспоминал, он возвращался домой. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up.